«Пошел вон!» — прокричал мужчина, резко подняв палку с земли и замахнувшись. Граф, почувствовав угрозу, вжал голову в плечи, затаившись и замерев на месте, а затем вскочил и бросился прочь в сторону леса, быстро осознав. Здесь ему не рады. Шел дождь, и холодные струи пробивали навес из веток, под которым граф укрывался от непогоды. Его шерсть промокла, и он лишь время от времени вздрагивал, пытаясь сохранить остатки тепла в своем истощенном теле. Живот сводило от голода. Последний раз он ел еще вчера. Чувство голода теперь стало ему привычным. В редкие удачные дни, когда ему удавалось поймать мышку или найти что-то съедобное, радость переполняла его, но таких дней становилось все меньше. Он не знал точно, сколько времени так жил, но каждый день возвращался к дому, который когда-то был его. Здесь граф прожил 3 счастливых года, обожая своего хозяина и будучи готовым отдать за него свою жизнь. Но все изменилось в тот ужасный момент, когда хозяин, неожиданно схватившись за грудь, рухнул на пол. Граф, паникуя, облизывал его лицо, скулил, лаял изо всех сил, пытаясь вернуть его к жизни. Но пришли чужие люди и забрали хозяина. Граф остался один, совершенно один в этом мире. Он продолжал ждать у ворот. Спал лишь на несколько минут, надеясь, что белая машина вернет его хозяина, но так и не дождался. Появились другие люди, крикливые и суетливые. Они прогнали графа прочь. Теперь он остался ни с чем. Без хозяина, без дома, без надежды. Его жизнь превратилась в бесконечную борьбу за выживание. Он прятался под кустами в страхе, чувствуя незнакомые запахи и звуки. Со временем он научился ловить мышей и избегать лесных животных, которые могли стать его потенциальными врагами. Его шерсть свалялась, ребра остались видимыми, а голод стал для него нормой. Иногда, вспоминая свою прежнюю жизнь, граф горько выл на луну, взывая к ушедшему счастью. Однажды, когда он снова подошел к дому, его взгляд упал на машину и людей, стоящих возле ворот. Это было как вспышка надежды, и его сердце забилось быстрее. Мальчик, заметив его, закричал: «Папа, мама, смотрите, там собака! Вот она, в кустах! Да, я здесь, вот я!» Граф залаял изо всех сил, пытаясь привлечь внимание, но его голос охрип, едва слышимый из-за постоянной усталости. Страх и надежда переполнили его, и он полз к людям, изредка поскуливая. «Миша, иди сюда, немедленно!» Женщина схватила мальчика и прижала его к себе. «Ты только посмотри, какой ужасный пес! Бродячий, наверное, больной! Фу! Злой, страшный пес! Уходи отсюда!» Граф остановился, не понимая, что происходит. Он ожидал этой встречи так долго, готов был стать лучшим псом для этих людей. У него были надежды, он был уверен, что сможет служить им верно. «А ну прочь пошел!» Разъярился мужчина, снова подняв палку и замахнувшись. Граф вжался в землю, но мгновенно выпрыгнул на ноги и устремился в сторону леса. Страх и тоска поглотили его, не оставляя пространства для надежды. Он вновь не слышал, как женщина говорила мальчику: «Миша, это плохая собака, не подходи к ней. Она может быть бешеная. Если укусит, придется делать много уколов». «Это хорошая собака», — твердо сказал мальчик, вырываясь из ее рук. «Она просто голодная. Я хочу с ней дружить». «Пусть только попробует подойти к дому», — сквозь зубы проговорил отец. «Найму охотников и с этим покончим. Мы сюда отдыхать приехали, а не с собаками территорию делить». Граф вернулся в свое укрытие, дрожа от холода и обиды. Почему его прогнали? Он ведь не сделал ничего плохого. Так нечестно. Но, возможно, стоит показать свою полезность. Принести что-то, чтобы наконец-то угодить этим людям. Вдохновленный этой мыслью, он начал обходить свои владения в поисках чего-то ценного. На этот раз ему повезло. Он нашел дохлую белку.
Граф с гордостью взял ее в зубы и побежал к дому, надеясь, что этот жест будет оценен. Но людей уже не было видно. Вероятно, они обустраивались в доме. Граф обежал вокруг ограды и нашел место, где забор был неплотно прижат к земле, и прополз на участок. С довольным лаем он положил белку на клумбу, трижды залаял и стал ждать. На крыльце появилась женщина и, увидев графа с его подарком, закричала: «Снова эта страшная собака! Еще и гадость какую-то притащила! Иван, где ты там? Сделай что-нибудь!» Мужчина выбежал и, увидев графа с белкой, начал бурно возмущаться. Когда он исчез в доме и вернулся с топором, граф понял, что его подарок не понравился. В страхе он прыгнул через забор и помчался в свое укрытие, надеясь, что его больше не найдут. Когда в лесу появились люди с оружием, граф зарывался в землю, полагая, что они пройдут мимо. Он знал, что они могли бы стать друзьями, и часто, издали, наблюдал за мальчиком, играющим с мячом или машинками. Но взрослые были заняты своими делами, не замечали его. Граф чувствовал одиночество мальчика и продолжал скрываться среди теней, зная, что они могли бы подружиться, если бы только ему представился шанс. Опасность на этот раз граф ощутил нечто вроде шестого чувства, присущего только собакам. В округе был пруд, заросший ряской, небольшой, но довольно глубокий. Об этом граф не раз слышал от хозяина, который предостерегал, что водоем коварен. На первый взгляд он кажется спокойным и безобидным, но на самом деле глубина начинается сразу у берега, а дно вязкое и иловое. Когда хозяин сидел с удочкой на берегу, граф часто лежал рядом или бегал, гоняя лягушек. Те дни были счастливыми. Но родители не заметили, как их сын Миша, выйдя из дома, направился к пруду. Вода манила его своей неизведанностью. Оглянувшись пару раз, мальчик убедился, что взрослые заняты своими делами, и решился подойти поближе. Граф видел все это из укрытия в кустах и тревожно зарычал, заметив, что Миша подошел слишком близко к воде и уже наклонился, пытаясь потрогать ее. Внезапно мальчик поскользнулся, его сандалики скользнули по грязи, и он, не успев закричать, упал в воду, ушел под нее с головой. Граф, словно его жизнь зависела от этого момента, мгновенно вскочил и бросился к мальчику. Страх и инстинкт самосохранения гнали его, и он, не думая о себе, прыгнул в воду, поднимая брызги, чтобы схватить мальчика. Не видя под водой, он надеялся только на свою удачу и молился собачьим хранителям, чтобы они помогли в этот страшный миг. И чудо произошло. Граф ухватил за край рубашки и с усилием вытащил мальчика из воды, таща его на берег. В этот момент из дома выбежали родители, и они начали кричать на собаку. Граф подумал, что ему конец, но потерял сознание от усталости. Когда сознание вернулось, он услышал голос женщины, который ласково говорил: «Пёсик, милый, очнись!» Граф попытался поднять голову, но не смог. Все плывало перед его глазами, и он не мог даже пошевелиться. «Очнись, пожалуйста!» продолжал женский голос, полный волнения и заботы. «Я его в ветеринарку отвезу, как только очнется», сказал мужчина, проявляя решимость. «Не умирай, пожалуйста!» Сквозь слезы говорил мальчик, и его голос звучал так чисто и искренне. Граф с трудом попытался пошевелить хвостом, думая: «Не плачь, малыш, я живой. Мы, собаки, очень сильные». Он чувствовал тепло женщины, которая держала его в своих объятиях, и это придавалось ему сил. «Мама, папа, он живой!» — закричал Миша, обнимая собаку и радостно крича, наполняя атмосферу счастьем. Потом графа завернули в теплое одеяло и повезли в машину. На заднем сидении машины граф чувствовал себя спокойно, как никогда. Женщина гладила его и говорила слова ободрения, словно вселяя в него уверенность. Он чувствовал, что больше не воспринимается как злой и страшный пес, а как добрый друг. Мальчик, обнимая его за шею, шептал: «Песик, хороший, выздоравливай, все будет хорошо». Когда они прибыли к ветеринару, тот осмотрел графа и сказал:
Пес молодой, он справится. Хотя он много воды проглотил. Худой, конечно. Бродячий. Родители переглянулись, немного смущенные, но уже гордые своим спасением. «Наш», — сказал отец, обнимая графа. «Теперь он наш пес. Ура!» — закричал Миша, бросаясь к родителям и охватывая их, а затем, бросившись к графу, обнял его. Ветеринар прописал лекарство и посоветовал кормить с осторожностью. Он тоже спросил, как зовут их героя. Родители обменялись взглядами, и мама, вспомнив про его страсть к приключениям, предложила: «Может, Тузик?» Но папа возразил: «Нет, он же герой. Ему нужно другое имя». Когда граф слегка приподнялся на лапах, стараясь показать, как его зовут, родители засмеялись. «Похоже, он говорит, что его зовут граф», — догадалась мама. «Конечно, граф. Смотрите, он же настоящий аристократ», — поддержал ветеринар, добавляя к этому моменту и улыбку. Миша обнял своего нового друга, позабудив все страхи, и сказал: «Пусть будет граф. Главное, что теперь ты мой самый лучший на свете пес». Вскоре они вернулись в дом, который граф когда-то знал как свой собственный дом. Но теперь этот дом снова стал местом счастья, где царила радость и любовь. Граф, лежа на теплой подстилке, думал, что мир устроен справедливо. Он больше не был злым и страшным. Он стал верным другом и защитником для своих новых людей. Граф знал, что, несмотря на прошлые испытания, теперь в его жизни все изменилось, а впереди ждали только новые приключения и внимание, о котором он всегда мечтал.